Так, ну я решил прогуляться по городу, ну, заодно вам показать улицы Мар-дель-Платы, ну и кое-что рассказать. Вот. У меня есть 2 часа, потому что в садиках сейчас идет забастовка, потому что им не повышают зарплату, несмотря на то, что тут инфляция, цены растут. И поэтому они решили сократить пребывание детей до 2 часов в день. А раньше было 4 часа в день. Вот. И так немного. Но теперь они решили сократить до 2, и это вообще как бы стало, ну, теряет практически смысл. Единственное, чтобы ребенок хоть немного ходил, развивался и, ну, общался, коммуницировал. Вот. Поэтому у меня есть 2 часа. Погуляю по городу, ну и вам покажу что-нибудь, расскажу. На улице, кстати, очень тепло. Мне вот, я иду в куртке, в футболке, мне жарко, я сейчас, ну, готов раздеться. Вот, градусов 20 по моим ощущениям. Не знаю, сейчас посмотрю прогноз и выложу куда-нибудь сюда или сюда. А может, не выложу. Сегодня у нас 1 августа. То есть это первый день последнего месяца зимы в Аргентине. У нас сейчас, по идее, зима, а тепло как летом. Как-то так. Вот еще гранаты растут. И тут такой злобный охранник у нас. Так что здесь гранаты я рвать не буду. И, по ходу дела, их никто не рвет. Вон много еще прошлогодних висит. Хотя вот этот гранат мне нравится. Вот наша русская березка в Аргентине. Ну, правда, она зачахла. Обрезают ее бедненькую, а тут ее обхватывает какое-то странное растение. Вот с такими вот, блин, я не знаю, что это такое. Плоды какие-то странные. К сожалению, я не ботаник. Вот такие листья, вот такие цветки классные, а там внутри такие плоды интересные. Ну, вот такая торговая улочка, очень много всяких магазинов. Это близко к центру, но не сам центр. Сейчас скажу, как улица называется. Там все магазинчики, ресторанчики. Мартин де Güemes, пересечение с Кастельши. О, тут даже трамвайные пути были когда-то. То есть когда-то, получается, в Мар-дель-Плате ездили трамваи. Надо будет узнать, покопаться в истории. Варламов бы одобрил. Вот тут вот трамвайная линия продолжается, и вот куда-то туда идет. Сейчас посмотрю, далеко или нет. Так, ну вот здесь вот трамвайная линия попыталась повернуть и закончилась. Как и закончилось бы эстетическое наслаждение Варламова. А вон там даже какая-то то ли остановка, какая-то развилка непонятная. Как-то вот так. Вот какое-то прикольное деревце розовое. Листьев не осталось, остались только розовые цветочки. Красивые, классные розовые цветочки. О, еще ягодки какие-то есть.
Такое розовое пятно. Так, ну вот я на холме, получается, и дорога уходит вниз. Там вот вдалеке, сейчас приближу, вот это вот Гавана, одно из самых высоких, а может и самое высокое здание в Мар-дель-Плате. Она прям находится на набережной. Это секундария, старшая школа, и находится она при церкви. А вот и сама церковь. То есть это получается христианская школа, и это в порядке вещей в Аргентине. А вот такой прикольный магазинчик каких-то меховых изделий и теплых вещей зимних. И это прям вот из частного дома сделали магазинчик. Удобно. На работу. Сколько тебе до работы? 1 минуту. А есть и такие дома. Это стиль я называю бункер для зомби-апокалипсиса. То есть глухие квадратные стены, серые цвета, заборы непропускаемые, видеокамеры. Ну прям бункер бункером. Это один из моих любимых перекрестков. Вот тут вот такие дома, ну прям видно, что прям хорошие, за ними ухаживают. Не просто остатки былой роскоши, а прям хорошие дома, вот газончик ухоженный, улица большая. Вон там гостиница Шарите, она вообще находится на берегу океана. Вот тут вот тоже стройка рядышком идет, но такой ухоженный. Вот этот вот что-то среднее между хай-теком и бункером для зомби-апокалипсиса. Вот тут что-то строится, такое несуразное. И вот там вот сейчас через перекресток, вот там я вам покажу, какие еще есть дома. И вот там даже есть бассейн. Немножко заглянули. И вот там вот, прям вот тут такие элитные, это я не знаю, какой-то комплекс вообще, или гостиничный, или что-то такое. Надо будет загуглить, посмотреть. Вот тут такие дома, хорошенькие. Прям смотрите какие. Да? Отличные домики. И через дорогу вот такой вот самострой. Я не знаю, захват, не захват территории. То есть, ну тут бывает такое, да, просто на территории могут строиться. Но судя по тому, что вот стоят столбы с электрического, там счетчики, вот они все подведены, то по ходу дела это, ну, как бы зарегистрировано какое-то жилье, я в тонкостях не разбираюсь. Вон курицы гуляют черные. Вот это похоже на виши. Вот, но видите, я здесь хожу с телефоном, снимаю. У них тут машины стоят. То есть это как бы не совсем бедные люди. Вот, ну, как-то вот такие мазанки, самостройки. Вот опять же тут из кирпича не сделано, не просто из картона, да, вот видно, что кирпич. Ну, кирпич тоже нужно себе позволить. Вот там еще, ну вот тут целый такой квартал. И прямо это вот с одной стороны улицы такие, с другой такие. Это яркий контраст вообще. Такое встречается не часто, но ничего удивительного для Аргентины нет. То есть у них нету такого четкого деления. И Вильжи в Буэнос-Айресе, например, находятся тоже прямо в центре города, они где-то там на окраинах, на отшибе. И, ну, в принципе, это нормально. То есть они, ну, люди развиваются по-разному, да, у них по-разному, у кого-то есть финансовая возможность, у кого-то нет. Мне это напоминает наши дачи. То есть у нас вот навыделяли участки, у кого там есть или было там в советское время какое-то халявное строительство, были, ну, в смысле, стройматериалы или какой-то блат, да, там они себе строили там более-менее приличные домики. У кого не было, те там, грубо говоря, из говна и палок собирали себе дачные домики. Вот. И потом, когда коммунизм закончился, начался, да, капитализм, вот тоже мазанки такие, вон электричество делают, или интернет подключать, не знаю. Стали появляться вообще элитные дома. Ну и теперь дачные поселки у нас тоже очень пестрые. Там может быть какой-нибудь там усадьба
соседствовать со старыми разрушенными дачными домиками летними. Вот. Как-то так. Так, ну вот мы спускаемся с холма. И вот тут прикольный домик, то камера не передает, он там на фоне новостроек, не новостроек, а высоток, которые построены там дальше. Вот там справа, да, и они как бы, получается, этот одноэтажный, двухэтажный домик прям по уровню, ну, не ниже, чем вот те новостройки, чем те высотки. Вот. Ну, как-то так, на одном уровне получается. Может быть, чуть ниже. А вот такое прикольное граффити. Какой-то пес и еще что-то намалевано. Тут вот таких холмов много, но на камеру это не передается. Вот там прям видно, что дорога уходит вниз. И вот там вот высотки построены. И как бы город открывается. Там большой-большой, на самом деле большой город. Ходишь, он одноэтажный, но он очень большой, очень длинный. Я в такие районы иногда заезжал случайно на автобусе, когда пропускал свою остановку или там просто тупил, не садился не на тот маршрут. Прям очень большой город по территории. И вот такой он там на холмах, получается, находится. И вот такие вот виды иногда открываются целого города. Но камера, к сожалению, не передает.